обновление планшета Никиты, новый контент в прологе и многое другое в этом видео. Хай всем, с вами Пимс, это новое третье видео дневника разработки в Анну Карлсу. Последнее видео дневника разработки вышло достаточно давно, поэтому у меня для вас есть много новостей. В прологе оставалось много вещей, которые я хотел бы изменить, заменить или же попросту убрать. Но это все, конечно, не так важно, как нововведение в прологе и новый контент. Самое главное, что я добавил, это, конечно же, возможность взаимодействовать с Никитой, Велиминой и Амианом во время исследования других комнат. Многие после прохождения пролога подмечали, что эту функцию стоило бы добавить, и наконец-то у меня дошли до этого руки. Можно будет повзаимодействовать с Амианом, Никитой или Велиминой и узнать их мнение. А также после выкрика Фумо в финале пролога можно будет обойти весь первый этаж снова и поговорить со всеми персонажами. И узнать, что они думают по этому поводу. Если вы помните, то раньше, после того, как Никита выходил в коридор и слышал, собственно, этот выкрик, вы не могли никуда пойти, кроме главного зала, где и находился Фумо. Теперь же вы можете обойти весь первый этаж еще раз. Ну и следующая, не побоюсь этого слова, грандиозная вещь, это обновление планшета Никиты. Если вы помните, то раньше в разделах «Подарки» и «Система» курсор располагался сверху, именно основной курсор. И это выглядело довольно странно, а в разделе «Система» это выглядело особенно ужасно. Теперь же, после переработки, главный курсор располагается на объектах, то есть либо на предметах, либо на слотах сохранения, а вот вспомогательный курсор, который показывает количество страниц, теперь располагается сверху. И также теперь можно переключаться сразу между страницами, а не между отдельными объектами. Признаюсь честно, это было очень сложно, потому что нужно было полностью обновлять все программирование этих разделов. Но самое главное, что я доволен результатом. Также я сделал несколько косметических изменений уже имеющихся предметов и добавил парочку новых. Я изменил некоторые изображения и текстуры в разделе «Карта», а также немного переработал, можно сказать, освежил код раздела «Табель успеваемости», благодаря чему ощущаться этот раздел стал намного играбельнее. И конечно же убрал очень много багов. Стоит отметить, что раздел «Навыки» все еще остается старым, то есть с этим ужасным верхним курсором. Его мне тоже предстоит обновить. А также недавно, совершенно случайно, я узнал, что оказывается у Фредерики, Фумо и Элеоноры нет своих навыков. Я просто про них забыл, и соответственно их нет в разделе «Навыки». Их мне тоже предстоит туда добавить. Ох, это будет непросто. Надо сказать, что помимо всяких разнообразных изменений, я также занимался бета-тестом и программированием первой главы. В прошлом дневнике разработки я сказал, что программирование третьего дня полностью закончено. Однако, естественно, полностью законченное программирование и полностью законченный бета-тест — это разные вещи. Во время этого бета-теста я исправил просто гигантское количество багов. Например, самый распространенный баг — это просто отсутствие персонажа на фритайме. Его просто не было. Ну и помимо бета-теста, программированием я также занимался. Например, через кровь и слезы я наконец-то закончил программирование фритаймов Амиана. Почему-то они мне дались с большим трудом. Также я начал писать сценарий фритаймом Луизы и немного переделал сценарий фритаймов Фредерики. Теперь она из категории персонажей с посредственными фритаймами резко взлетела в категорию персонажей с одними из лучших фритаймов во всем Вано Карлсу. Ну и продолжая говорить о Фредерике, первые два ее фритайма я уже запрограммировал. Ну и чуть не забыл сказать, я наконец-таки реализовал систему лав-отелей. Поэтому очень надеюсь, что к следующему дневнику разработки я уже допишу все оставшиеся лав-отели в плане сценария и запрограммирую их. И я уже начал раздавать актерам озвучки их текст на второй и третий дни. И, пожалуйста, если вы актер озвучки и смотрите это видео, чекайте наши с вами личные сообщения в Телеграме. Почему я говорю это здесь? Да потому что до некоторых актеров я просто не могу дописаться. И, собственно, мне уже пришлось заменить одного из актеров, потому что он просто не видел мои сообщения. Ну и резюмируя, могу сказать, что до выпуска первой главы мне осталось запрограммировать 4 фритайма Алин, 3 фритайма Луизы, все фритаймы Фумо и Элеоноры, а также 2 фритайма Фредерики. Доделать оставшуюся часть 7-го фритайма, а также начать и полностью закончить 8-й фритайм. После этого мне нужно будет запрограммировать один очень большой ивент,
А потом маленький кусочек 5-го дня. И, конечно же, все это бета-тестить. Ну что ж, вроде бы это финальная часть, где я рассказываю, что мне еще осталось сделать. Звучит уже не так страшно, как, например, в первом или же втором видео. Поэтому лайкайте это видео, подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы получать все новости разработки еще быстрее. Ну всем спасибо, всем удачи, всем пока.